Приветствую вас, дорогие друзья! Поговорим о насущной проблеме, о насущном, так сказать, вопросе по поводу того, что делать, если же, допустим, был в холостую зажат замок самой машинки. В данном случае у нас сейчас машинка с абсолютно исправным замком. Вот у нас держатель, все свободно входит и выходит, как говорится. Для этого нам потребуется, в принципе, два инструмента: либо плоская отвертка, какая есть, какую нашел. Вот, либо держатель, но опять же классический держатель с классическим бэкстемом, да, обычным, может не всегда подойти, потому что если будет очень сильное зажатие, то только плоская отвертка вас спасет. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас затягиваем плотно в холостую сам держатель. Все, мы затянули, сам замок затянули до упора, пожалуйста. Все, дальше уже не крутится. Раскручиваем, и что мы получаем? Так как у нас рама стальная и, соответственно, замковая часть тоже стальная, замок принял уже более узкую форму, и, соответственно, у нас начинает возникать проблема при установке держателя с бэкстемом. Что в данном случае нужно сделать? Если, допустим, замок был не сильно зажат, да, в данном случае сильно, то есть мы, в принципе, держателем обычным, можно, конечно, попытаться, но возникнут все-таки определенные трудности, и рожать его, скажем так, адекватно не получится. Раскручиваем полностью зажимной винт. Прям можно его либо снять, либо вообще вот, по максимуму раскрутить, чтобы было вот такое вот большое расстояние. И, соответственно, приступаем к плавной, мягкой работе для того, чтобы разжать сам замок. Вставляем вот так вот именно, чтобы лакокрасочное покрытие у нас осталось не тронутым. Вставляем отвертку и начинаем потихоньку разжимать. Без фанатизма. То есть разжали, все, проверяем теперь. То есть буквально 2 легких движения, металл поддается. Вот у нас выпал зажимной винт, но ничего страшного. Все, соответственно, мы проверяем. Все, свободно входит, свободно выходит. Соответственно, далее берем, все ставим на свои места, шайбу, зажимной винт. И если, допустим, вас смущает то, что винт болтается, достаточно просто слегка затянуть его. Вот вы почувствовали упор, чуть-чуть подтянули, все, он никуда не денется. Даже если мы подключим машинку, и вы, допустим, захотите в холостую проверить, как она работает, то у нас винт, так, 5 вольт, у нас винт дребезжать не будет. Вот, он все прекрасно зафиксирован. Если мы его, допустим, ослабляем, то все, у нас начинает он немножко гулять, начинает дребезжать шайба и так далее. Соответственно, чуть-чуть прихватили, затянули. Все, и никаких проблем не будет при запуске, допустим, в холостую машинки, никаких посторонних звуков. Что нужно сделать для того, чтобы подобного не происходило? Всех людей, которые, допустим, никоим образом не связаны с татуировкой, желательно, кто даже не мастер, в принципе, ограждать от своего тату-оборудования, поскольку это, я считаю, довольно-таки интимные вещи, да, то есть которые давать кому попало в руки не стоит. Поскольку человек, который начинает в процессе разговора закручивать, он чувствует, что поддается еще. И еще закручивает, и еще поддается, и затягивает уже до упора. Почувствовал, что до конца затянул. О, все отлично. Значит, я сделал все хорошо. Ставит на место, и вы, соответственно, уже спустя какое-то время, прибегая, допустим, к той или иной машинке, которая требуется вам для работы, сталкиваетесь с вот этой вот проблемой. Потому что ваш там друг, товарищ, брат, сестра взял, пощупал вашу машинку неосторожно и, собственно, создал вот такой вот дискомфорт. Если, допустим, вы работаете на дому, детей, всех кого угодно, в принципе, нужно ограждать. Нужно, чтобы данным оборудованием, которое у вас в наличии, пользовались только вы. И все. Тогда таких проблем не будет. И, соответственно, соблюдать именно усилия зажима. Если, допустим, чуть-чуть вы затянули, винт не болтается, все, он никуда не денется. Все просто. Рассмотрим теперь второй случай. Если, допустим, у нас не настолько сильно затянут винт, а именно чуть-чуть. Сейчас я разожму обратно. То есть для чего, собственно, нам потребуется именно сам бэкстем.
Бывает такое, что винт затянут не сильно, да, то есть у нас сейчас проверяем опять же. Все, ну вот, немножко туговато, давайте еще чуть потуже сделаем. Чуть-чуть прям подзатянем, оп. Вот, то есть все, у нас немножко туго все это дело заходит, но в принципе входит. Но если, допустим, вас не устраивает данная ситуация, то можно поступить следующим образом. Опять же, раскручиваем полностью винт, ну, на максимальное расстояние, либо можно его в принципе убрать, чтобы у нас был свободный ход и мы не упирались в зажимной винт. И берем машинку довольно-таки крепко и немножко вот так вот на излом, и все. И у нас все опять свободно входит. Слегка на излом берем. Берем машинку и в эту сторону, и в эту. По разу буквально сделали. Ну, нужно приложить, конечно, определенные усилия, но долго не придется, скажем так, мучиться. Все довольно-таки быстро разжимается и никаких проблем не возникает. Чем это чревато? Если, допустим, мы будем регулярно, скажем так, сталкиваться с тем, что у нас зажимной винт затянут сильно, и мы будем его постоянно разжимать, как любой металл при изгибах в одном и том же месте, он у нас что сделает? Правильно, сломается. Да, безусловно, у нас есть гарантия на раму, но зачем, скажем так, испытывать машинку, если она может, в принципе, без гарантийного ремонта прослужить долгое время, вот, если ее, скажем так, правильно использовать. Друзья, я думаю, на этом завершим наше видео. Я, в принципе, все сказал, все тонкости, нюансы обозначил. И если будут какие-то вопросы, пожалуйста, всегда можете нам написать, позвонить, без проблем всегда ответим. Но я надеюсь, что данное видео довольно-таки развернуто, даст понять всем мастерам, что такое замок и как его нужно беречь. Спасибо.